Этой весной в Германии арестовали счета Гидры, одной из крупнейших интернет-площадок по продаже всего запрещенного. Немцы конфисковали 543 биткоина или 23 миллиона евро. Гидра – это маркетплейс, где за криптовалюту покупали в первую очередь наркотики, а также фальшивые документы и хакерские услуги. В 2018 году в Подмосковье убили следователя. Это был заказ, сделанный через Гидру. Весь смысл работы Гидры в закладках. Оплачиваешь товар, получаешь координаты места, забираешь. По версии проекта в 2019 году суммарный вес закладок составлял минимум 645 кило. Скорее всего, тысячи спрятанных пакетиков с веществами по всей стране утеряны навсегда. В апреле этого года США завели уголовное дело на уроженца Череповца Дмитрия Павлова. Скорее всего, он являлся техническим подрядчиком Гидры. Он мог получать миллионы с обслуживания работы площадки. По версии следствия, с ноября 2015-го Павлов владел компанией Промсервис, которая продавала услуги по хостингу сайтов. Через нее Дмитрий администрировал работу серверов Гидра. Утверждается, что в 2013 году Павлов управлял доменными службами сайтов, а в том же году их создатели объединились, чтобы создать Гидру. Знакомые Дмитрия рассказывали, что вел он себя как обычный предприниматель и человек, довольно замкнутый, не пьющий, не курящий и даже верующий. Павлов отрицает обвинения США, сейчас он находится в российском СИЗО, ему грозит до 20 лет за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Гидра продержалась на рынке 7 лет, это рекорд для Даркнета. До этого лидером был Рамп, но он закрылся в 2017 году после серии DDoS-атак, которые, скорее всего, устроили связанные с Павловым сайты. Пользователи Рамп ушли на Гидру сразу после ее открытия в 2015 году. Для пиара новая площадка использовала спам-рассылки и даже рекламу на YouTube. Сервис моментальных покупок Гидра. Купи став всего в 2 клика. В отличие от своих предшественников, она выглядела не как форум из нулевых, а как крупный маркетплейс по типу Амазона, и работала она примерно так же. Товар продавало множество магазинов. Наркотики можно было приобрести моментально в любое время суток. Обычно кладмен заранее взрывает закладку или прикрепляет ее на магните куда-то. Мастер-клад можно получить по полной предоплате. В этом случае курьер оставляет спецзаказ в тайнике или в лесу. Процесс поиска клада называется квестом. Это не нововведение Гидры, хотя продавцы на Западе такой товар обычно доставляют по почте. Россия здесь выигрывает по скорости и анонимности. Ну, хоть в чем-то мы выигрываем. Когда Гидра закрылась, другие сайты с наркотиками в Даркнете просто не выдержали наплыва новых покупателей и были долгое время недоступны. Сейчас дарксторы живут за счет альтернативных площадок и ботов по продаже наркотиков в Telegram. Однако продавцы и покупатели лишились возможности играть по правилам. Так, Гидра штрафовала за несоблюдение расстояния закладок друг от друга или их расположение рядом с детскими садами или полицейскими участками. Еще на Гидре проводились контрольные закупки на предмет чистоты химсостава веществ, а их результаты публиковались на площадке. В какой-то момент на сайте даже появилась наркологическая помощь, но данных о ее работе нет. Продавцы сообщают, что стали чаще кидать. При неудавшейся попытке найти клад, покупатель на Гидре мог поспорить с магазином и даже получить перезаклад. Сейчас гарантий нет никаких. Гидра создала экосистему, к которой можно относиться по-разному. Весь процесс был оптимизирован, а после ее закрытия поломан. Возможно, чудовища действительно победили. А может, в будущем у него просто отрастут сразу несколько новых голов.